Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест эксперимента. В прошлой части мы с вами закончили приключения Саманты, ну, временно, и переключились на управление доктором Стайлзом. Что, конечно, очень интересно, потому что теперь у нас есть возможность посмотреть на всю ситуацию с его стороны. Казалось, он такой, да, весь таинственный, загадочный принц Оксфорда в маске. И как-то странно, да, с его позиции всю эту ситуацию видеть. Ну, где он такой чуть ли не монстр здесь рисуется в легендах Оксфорда. А теперь мы за него, за этого монстра, поиграем. Ну, как мы уже поняли, не такой уж он монстр, обычный нормальный человек, у которого произошла очень тяжелая ситуация, который пережил очень тяжелую утрату, так что Саманта, собственно, все объяснила, не буду повторяться. Значит, мы должны вот это вот все, тут куча всего надо попрочитать, мы в прошлый раз с вами схалтурили, потому что у нас не хватало уже на это времени. Теперь нужно еще раз все пересмотреть, но пульт нам не нужен, потому что он не может управлять, пока он все не доделает. Давайте начнем потихонечку читать, это ничего здесь читать не надо, это старый дневник, он говорит, компьютер, мои папки, мощь разум публикации 2000 года и план эксперимента. План эксперимента мы читали за Саманту, а вот это вот мы не читали. Опубликовано в Science Mag 2000 год. За последние 1,5 столетия в науке сформировалось четкое представление о строении человеческого мозга. В этой статье описаны основные отделы этого удивительного органа. Конечный мозг. Конечный мозг состоит из двух симметрично расположенных полушарий, покрытых так называемой корой головного мозга. Кора головного мозга состоит из серого вещества, состоящего по большей части из тел нервных клеток и без миелиновых... это, видимо, слито это на слово без миелиновых волокон. И отвечает за... Просто здесь как будто пробел сделан. И отвечает за осуществление высшей нервной деятельности, такой как обучение и память. Под корой находится белое вещество, большей части состоящее из миелиновых волокон. Игра называется Grey Matter, то есть именно серое вещество, вот это как раз, по сути, да, кора головного мозга, которая отвечает за память. И тело памяти в игре очень большое значение. Мозолистое тело. Мозолистое тело представляет собой сплетение множества, как-то написано, множество нервных волокон, соединяющих правое и левое полушарие. Масса интермедия, средняя поверхность таламуса образует верхнюю часть бока... О, господи, мы это читать не будем? Слушай, может, не будем это читать, Ладно, раз написано, не читать. Ого, я себя чувствую на уроке биологии. Образует верхнюю часть боковой стены третьего желудочка и связана с соответствующей поверхностью противолежащего таламуса плоской серой полосой, некталамическим сращением, масса интермедия серая спайка. У людей передний и задний диаметр этой массы составляет около 1 см. Функция этой структуры пока остается загадкой для ученых. Это межталамическое сращение присутствует у 70-80% людей, причем у женщин оно встречается чаще, обладает большим размером, чем у мужчин. Интересно, да? А здесь есть как-нибудь? Блин, так это плохо видно. Вот. Интересно вообще. И как реально же на реальных событиях основано. Не на реальных событиях, на реальных фактах. Шишковидное тело. Шишковидное тело также эпифиз мозга. Шишковидная железа, третий глаз, небольшая эндокринная железа, расположенная между полушариями головного мозга. Названа так, потому что имеет форму крошечной сосновой шишки. Она вырабатывает мелатонин, гормон, который влияет на режим сна, бодрствования и фотопериодические сезонные функции. Все-таки мозг действительно удивительная вещь. Кстати, там что-то влияет на режим сна и бодрствования. Мост. Иногда Воролиев мозг по имени Констанция Воролиева. Воролиева? Ладно, я не знаю. Часть мозгового ствола
По мосту проходят нервные волокна, которые соединяют различные участки мозга. Мозг участвует во многих видах мозговой деятельности, таких как обработка сенсорной информации, управление моторикой. Таламус – последовательности нейронов. Сейчас, если кто-то знает биологию хорошо или анатомию, он мне, наверное, по башке обычно давал, но я хомяк! Не можно. И тут очень плохо написано из-за того, что буквы между собой соединены, никогда не понятно. От кадуального хвостовой до растрального головной промежуточный мозг расположен между средним мозгом, церебрал, предункула, часть ствола и передним мозгом. Но хотя даже приведенное определение достаточно точно и скрупулезно описывает этот орган, достаточно просто знать, что таламус является частью промежуточного мозга. Таламус является ключевым органом цепочки передачи сенсорной информации в кору головного мозга. Также отвечает за состояние сна и бодрствования. У человека две половины таламуса представляют собой выступающие шишкообразные массивы, около 5,7 см длиной. У 30% людей они могут в разной степени смыкаться. Это адхессио интерхаламика, я не знаю, как это правильно будет. Мехталамическое сращение или масса интермедия, они содержат мекталамических нейросвязей. Господи! Куда мы попали? Ничего тебе надо печатать? Нет, хотя подожди, не что? А, картинка, блин, что-то это может. Тоже печатать не надо. Странно, здесь ганы есть печать? Но они нажимают, а там даже печати нет. Видео мы с вами еще. В прошлый раз все посмотрели. Так. Про вино мы, видимо, ничего не знаем. Белое, он сказал, она любила, да? Laura always preferred dry reds in the evening. That's far too many bottles. I'll have to narrow it down further. А он не знал, да? Ладно. Это у него столько 998 бутылок, наверное. Фото. А, понятно, тут мы сказали, что мы не можем ничего делать. Ах, отлично. Вот здесь нам еще надо было прочитать, тоже целую кучу всего. Книжку такую. Последние 100 лет экстрасенсорика постоянно становилась предметом научного изучения в лучших университетах, таких как Принстон и Кембридж. Весь объем таких исследований можно разделить на 3 условных категории. Телепатия. Один испытуемый посылает изображение, увиденное на карточке, другому. Один испытуемый посещает незнакомое место и посылает мысленные картины другому. Предсказание. Испытуемый предсказывает карту из колоды на 5 мастей. Испытуемый предсказывает результаты работы генератора случайных чисел. Испытуемый предсказывает, как упадет игральная кость. Телекинез. Испытуемый составляет число появиться. Испытуемый составляет игральную кость упасть определенным образом. Некоторые интересные факты установлены в ходе этих экспериментов. Если нам нужно это читать просто как-то так оно боком, но раз мы видим, лучше прочитать. В исследовании, где испытуемые находились в измененном состоянии сознания, гипноз, сенсорная депривация, сон, результаты были выше, чем при нормальном состоянии. Это указывает на возможность существования защитных антиэкстрасенсорных механизмов в нормальном состоянии сознания. Второе. Демонстрация уровня экстрасенсорных возможностей от 1 до 10% выше случайного обычно для... Как-то это странно, выше случайного обычно для среднего человека. Однако около 1% населения показывает гораздо более высокие результаты. Это говорит о том, что мощная экстрасенсорика – это редкий дар, подобный музыкальному гению или музыкальному гению или спортсмену мирового уровня. При работе в группе испытуемые показывают лучшие результаты, чем поодиночке, особенно если их связывают близкие отношения. Самые высокие результаты были достигнуты при работе с генераторами случайных чисел ГСЧ, которые у нас как раз есть. О, господи, ну как много тут текста. Исследования с применением генераторов случайных чисел ГСЧ дают наилучшие результаты. Это устройство случайным образом генерирует числа от 0 до 39. ГСЧ очень удобен при работе с экстрасенсами, потому что если вы пытаетесь мысленным усилием заставить ГСЧ выдать конкретное число, скажем 13, то при положительном результате не нарушаются никакие законы природы. В конце концов, шанс на то, что выпадет именно 13, составляет 1 из 40. Поэтому вызвать число 13 более простая для разума задача, чем переместить мячик или согнуть ложку.
При этом, если в 40 попыток 13 было 10 раз вместо одного, что должно было бы произойти по теории вероятности, то можно говорить об экстрасенсорном воздействии. Основную идею я уже использовала раньше, ГСЧ с алфавитными карточками от А до З, плюс одна пустая, что позволяет испытуемым генерировать силой мысли короткие слова и фразы. Каждая карточка управлялась механизмом, который работал следующим образом. ГСЧ должен был выдавать числа от 0 до 26. При сигнале 1 он выкидывал букву А, при сигнале 2 букву Б и так далее, через все буквы алфавита вплоть до буквы З. Я хотел, чтобы испытуемый складывал короткие слова и фразы с силой мысли по одной букве, сосредоточившись на машине, заставляя красную букву появиться. Нужную букву появиться. Почему красную прочитала? Методом проб и ошибок я вывела оптимальные установки. Прежде всего, я максимально снизила вероятность появления буквы 0. Вероятность появления букв. 0 означал пустую карточку, я установил параметр ГСЧ так, чтобы он выдавал 0 в 99% случаев. Таким образом, барабан редко выбрасывал буквы как таковые, что увеличило шансы их случайного появления. Затем, чтобы буквы появились с одинаковой вероятностью, я распределил оставшиеся 1% между числами от 1 до 26. Как только выпадала карточка с буквой, она блокировалась, в движении переходил следующий барабан. Таким образом, генератор контролировал не больше одной буквы за раз. Наконец, все оставшиеся числа имеют шанс равный нулю, поскольку... Ой. Как-то не странно, блин, если увеличить, так сразу будет так, не двигается. Поскольку не используется в данном эксперименте. Получены интересные результаты, ведется их подготовка для большой статьи. Буду рад, если ученый, который заинтересовал этот материал, предложит собственные версии этого эксперимента. Можно чуть-чуть побольше сделать, да? О! Третья закладка. Вот он, генератор слов, мотор. Установка ГСЧ 1.99. Установить частоту генерации чисел от 1 до 99. 0,0 число неактивно. Установить среднюю частоту генерации чисел для оставшегося процента. Нам что-то сделать надо, что ли, или нет? Нет, это смущает. Так. Установить выставление нужного процента числа. Интересно, нужно что-то с этим делать? Блин, нужно. Слушай, давайте пока не будем ничего трогать. Он скажет, что что-нибудь? Мы можем делать. Блин. И нет, пожалуйста. Он как сама все к себе не забирает. Нужен процент числа. Первое. Установить частоту генерации чисел от 1 до 99%. А как понять от 1 до 99 какой именно процент? 0 число неактивно. И среднюю частоту генерации чисел для оставшегося процента. Я ничего не поняла. Так везде 0,0, да? Это что типа неактивно. Ладно, может быть, доктор потом подскажет. Dr. Ramaskin invented these letter rolls. A random number generator controls the letters, so hypothetically one can create messages using only the mind. А сколько-то нужно 0 было установить? Мне в книжке что он написал? Я 99% для нуля, наверное. Вот. Так может быть? Остальное по проценту? Не знаю, правильно ли мы делаем. Ой. Хотя, наверное, нужно пойти забрать вещи, которые нам помогут.
эксперименте. Доктор, ты слишком умный для хомяка. Я все-таки хомяк. Камень все так и стоит, как было. Ладно, может быть, что-то не получится, но потом об этом скажет. Пойдемте. Посмотрим. Ой, не то. Хотя нажать пробел. Давайте посмотрим, что мы можем забрать с собой. Может быть, фотографии как раз можем забрать. Пойдемте. Кстати, что у него там на карте? Ничего, он никуда не может потратиться, кроме... вино, кстати, ничего не скажет про него. Laura and I were drinking wine that night at the lake, but I need to pin down which wine it might have been. We have thousands of bottles here. Из музыку как раз CD берем. Фотографии. Вот он говорит. This was taken at the benefit dinner we attended the night. Laura at our lake cottage. I wanted to rebuild the memory of a night we went. Понятно, маркером этой зоны. Выходим. Музыку надо еще взять. А так все понятно, да, маркер визуальный, для него. Я там просто не дала дочитать, возможно. Отменила. I think I remember what we were playing that night. Now I just have to locate it. Ну ищи. The Scarlet Furies. Yes, that's the one we were listening to at the lake. Реклама самих Scarlet Furies. Вот это те самые, чью музыку мы слышим. Особенно, как я говорю, Ралли Холмс и Роберт Холмс. Папа с дочкой. The Scarlet Furies. That's one we were listening to at the lake. Реклама такая. My secrets lie not far away. His medals many have I answered plea. My general now often. You still haven't told me what we're doing for my birthday tomorrow. I hope you haven't planned anything epic or embarrassing. It's your birthday tomorrow? Slipped my mind. Mm-hmm. As if you'd miss any opportunity to be devious. His weary head, he lays his body down to rest. Такая реклама. Группа, да? Группа своего мужа. Джей Дженсен. Что-то как-то там субтитров почему-то не оказалось. Но они, насколько я понимаю, говорили о предстоящем дне рождения. Лора, какие планы, а он так вроде удивляется, а у тебя что, день рождения, да, я не в курсе. Я и забыл. Ну, насколько я понимаю, мне не очень хорошо с английским, поэтому не ждите от меня каких-то хороших, тщательных и качественных переводов. Ну, так, общий смысл вроде такой. Так, у нас есть звук, у нас есть картинка.
А что нам еще-то нужно? Платье, возвращаемся. Платье. У него висит. Hello. Everything all right? Fine, thanks. А ну, может быть, с ней поговорить. Осязание, платье у нас там есть. Опять про эту девушку. Ну, хорошо. Is that girl lurking about? You mean Sam? She went over to the university. Good. I have to admit she did get a lot done this morning. So, what do you think of her? Who? Sam, of course. You are a bear Ты this же morning. была. She seems an independent sort to me. A go-getter. Miss Everett certainly has initiative. She's not been any trouble to you, has she? Trouble? That... Well, I hope she works out. That... So you've told... Опять мы про Саманту. Обычно, если вроде диалоги не повторяются, почему-то этот повторяется. Интересно. Так, у нас платье там висит. That was one of Laura's favorite dresses. But it's not right for the memory I'm focusing on. Вообще что-то осязание у нас будет. These are my clothes. Nothing to remember. These are my... Но он ищет. These are my... She wore it while on holiday, yes, but not at the cottage. She wasn't... I remember this sweater. She looked great in it. But she never wore it at the cottage. This is Laura's bathrobe. She wasn't wearing it that night at the cottage, but her swimsuit should be around here somewhere. Так. Духи. Еще, кстати. Запах. Какой запах? Духи, не знаю, шампунь. Гель для душа. I know the smell, but it's not bringing anything up. Так, что у нас осталось-то? Это что ли только? Вино? Это компаньон, да, вино? Ладно, давайте попробуем. Загрузить, по крайней мере, то, что у нас есть. Посмотрим, что он еще нам скажет. Кстати, у нас телефон нет? Попробуй кому-нибудь позвонить, кстати. Вот как смотреть. Вот она, кстати, Райли как раз. А можно кому-нибудь позвонить, интересно? I don't need to... Не, можно, ладно. Сейчас подумаем.
А куда мы, кстати, загружать-то это все должны? Имущество. I should be able to find a few more items in the house. Ну, пока найдешь, а куда это девать-то? Так, давайте фотку попробуем отсканировать сначала. It's a scanner. Угу. Ты фотку сканировать будешь? It's a scanner. Может, в компьютере сон? Сканируем. Видим. Типа, получается, мы не все собрали, и он не хочет, да, у нас? Так. Сухое. That's far too many bottles. Белое. Laura always preferred dry reds in the... Красное. Фу. There are still too many bottles. Год. Как вы угадаешь-то? Самое старое, не знаю. That's not the right year. It was the night before Laura's birthday, so we were probably drinking a vintage from her birth. It was a tradition with us. Ага, он сказал, что ей 33 года? Да? Или сколько? У тебя, говорит, день рождения. Так, а сейчас какой? 2005? Да? Я вспомнить пытаюсь. Хм. 72-го, что ли, получается? Ага. Регион. Бургундская, например, нет? Шампанское, может быть, не пили. I don't think that region. Бургундская. I don't think... Да, блин, по порядку. I don't think... I don't think... I don't... Шампанское, шампань, видимо. I don't think... 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 Луара. Terrific. That narrows it down to 3 bottles. I can easily taste that many. Ну, Луара, стоило, подумай. Стоило, наверное, предположить. Но это было в начале пересадки, просмотреть. Мне уже неохота все пролистать. 092, 93, 094, да? Ну, видимо, можно выйти. It's not bringing up any memories. Сейчас последний концерт, что ли? Налакается сейчас. Точно 94. Стоило предполагать. Я сейчас он налакается. I think... Yes. This is it. Ну что, теперь ты закончил? The controls on the tank aren't right. Отлично. Ой, ё-моё. А, вот это мы можем, наверное, сюда запихать. That's not right.
those of basic sense that I can infuse in the machine. But I need something more specific, so I should use... Понятно, для аромата. The shampoo is loaded in the scent filter. First, I need to set up. Что еще такое запихать? First, I need to... А, ну вино, наверное, так будет пить. The Сиди. Scarlet Furies. First, Куда там сидит-то? Не здесь, наверное, не той стороне. Сейчас мы найдем куда запихать. Пока я, правда, не очень понимаю, куда запихать. Мы найдем. Наверное. The controls on... Так, а сканером мы сейчас можем использовать фотографию? It's a scan. Ну да. It's a scan. Сейчас разберемся. Еще раз дальше. Чем мы с тобой не дожали, мужик? now the CD tray is opened. Вот. А здесь просто не жмется, что... Ну, не показано, чтобы было нажать можно. Теперь пока не все понятно. The CD is loaded. Everything's set. I'm ready. Brighten dies, my secrets lie not far away. His medals and his badges are told by day. Many have I answered thee, my general. You still haven't told me what we're doing for my birthday tomorrow. I hope you haven't planned anything epic or embarrassing. It's your birthday tomorrow? Slipped my mind. Mm-hmm. As if you'd miss any opportunity to be devious. Speaking of which, Dad says he'll be joining us for a few days in Venice at Christmas. Won't that be marvelous? I'm glad you talked me into it. It should be so lovely with all the decorations and the ceremonies in the cathedrals. Blue tiles. Blue tiles. Check the cars, David. Check the cars, David. Что это было? Ё-моё. Машина? Идти машину посмотреть? Он никак не прокомментировал все произошедшее. Это было нечто мощное, я вам скажу. Приоделся.
Кстати, что он про мотоцикл скажет? Какой ужас. What the hell is that? Lovely. Нет, не смотреть. I don't know what that piece of rubbish is doing in my garage, but I'm going to have a talk with Mrs. Dalton about it. I don't know what that... Да ладно. Mrs. Dalton has it serviced twice a year. I don't touch it. Mrs. Dalton has it serviced. Чё? Mrs. Dalton... Old family portraits. Laura took them down when she moved in. We meant to have them restored, but it never happened. Пробашничать. That's just an old folly. It's been empty for years. Непонятно. Кстати, а генератор там был с чем он был? Слушай, может там посланник был, а мы попукали? Пошлите посмотрим. Не зря же там был этот генератор открыт. Или ничего неправильно сделал. Сейчас посмотрим. Dr. Ramas... Да не вроде. Так, и... Еще раз. Значит, делать надо, когда нужно. Воспоминания ради ночью закончили. Послание от Лоры мы еще получили, хлам. Насчет, видимо, этого мотоцикла Сэм. Экстрасенс сказал, что неизвестно. Призрак ничего, да, закончили. Голубая плитка. Что бы это могло значить? Пойдемте с миссис Далтон поговорим. Hello. Everything all... Fine, thanks. What is that piece of junk metal out by the garage? You mean the bike? I saw that. I assumed it belongs to Sam. It's broken down from what I can tell. That explains the state she arrived in. It's a bloody eyesore. Well, since no one ever comes to Dread Hill House, no one will ever see it, will they? Listen, ring the repair shop in town and have them collect that bike. Tell them to do whatever they must to fix the ugly thing. Why, David? That's generous of you. Can't have the girl getting stuck here, can I? Да ладно. Зацени мотоцикл просто. Так, мы разобрались с хламом. Разобрались. Ну и получили все послания от Лора. Видимо, это с этим буквами как-то связано. Давайте еще раз походим, посмотрим. Еще раз фотографии можно посмотреть. Вот, кстати, голубая плитка.
She hated me for taking this one. Дэвид. Слышишь, что голубое? Laura and... Здесь не конфликты. That was... Третья машина. That's the... Laura and... Blue tiles. And, yes, there is something odd about this photo. I need to examine this more closely. Черт, что они нас пугают-то, а? Что у нее такого странного? Не надо нас пугать. Ладно, пойдемте посмотрим. Наверное, и эту фотографию сканировать нужно. Почему он решил, что именно про эту голубую плитку она говорит? Что это? Лошадь какая-то. Oh my god. What is that thing? The picture is as good as it's going to get without professional help. What I don't... The picture is as good as it's going to get without professional help. What I don't know is what the hell it means. The picture is as good as... Что, мы ничего не можем больше сделать? И... Непонятно. Все, что ли? It's a scanner. Ну... А, кстати, у нас может фотографии. Вот он. The pic... Понятно, почему больше ничего не делать. Нет, позвонить кому-нибудь. Вот этим все-таки как раз воспользуется. Или это не на сейчас, а? Doctor... Ну этот не доделали, наверное, генератор. Ладно, попробуем по кому-нибудь позвонить еще. Что-то как-то не пойму, что мы должны доделать. Кому-нибудь проще позвонить. Hello? Inspector, it's David Stiles. You worked on my case. Car crash in Oxford. Oh, Dr. Stiles. I remember. Your wife. Terrible accident. Yes. Look, I know it was a long time ago, and this is a strange question. Was there anything unusual about the cars? The car that hit us, perhaps, or just anything you remember? Hang on a sec. I'm looking at the file. Listen, what made you call and ask me about it now? I thought I remembered hearing something. It's been bothering me. I don't remember ever telling you. You were in the hospital and... Well, anyway, there was something a bit off. The car that hit you, the gas pedal was fused to the floor, actually melted into it. Thing is, that car didn't burn in the crash. Not a bit of it. It might explain him running through that giveaway sign, except how the driver got from his home 5 miles away to that junction with a gas pedal in that condition is a mystery to me. Dr. Stiles? Thank you. You're right. Very curious. If there's anything else I can... I'll be in touch. Ну да, поэтому было проверить машину, потому что машина лежит
Все-таки не та починенная стоит это. Там была машина. Ну, вряд ли он ее оставил, эту машину, с которой столько ужасно связано. Вряд ли бы он ее стал чинить. Ну, собственно, единственный вариант и был, конечно. По-хорошему с инспектором связаться. Что теперь делать? Смотрите, вот это мы почти все доделали. Экстрасенсы повсюду и призрак. Так, слушай, наверное, с этим генератором надо что-то доделать. А что? Или еще по второму этажу походить? Подскажите нам, что делать. Смотрите, здесь мы вообще ничего сделать уже не можем. Миссия выполнена. Камера, посмотрите, может, в камеру. I don't need to make a new video log right. Он новое видео не сделал? Это же старое. I don't need to search. The picture. Может, еще надо было кому-нибудь позвонить? It's old. А, ну, это письмо. Так. Что ж надо сделать? Слушайте, а может быть от 1 до 9 так и установите? То есть 1, 1, 9, 9. Странно, 1, 2, 3. Я не знаю, что сказать, что мы делаем. Хотя нет, ну блин, 39, нет, что-то не то. Ладно, давайте продолжим, наверное, уже в следующей части. Будем разбираться с этим генератором, придумаю какие-то варианты, потому что я, честно сказать, не очень понимаю, что нужно делать. Так что до встречи в следующей части, пока!